Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. У меня сегодня печенье из 2 яиц и стакана кефира. Посмотрите, какая красота получается. А вкусно! Вот это вечером будет у меня пир. Да. В миску разбиваю 2 яйца. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Добавляю пол чайной ложки соли, 2 столовые ложки сахара. Можно и больше, если любите сладенькое. Мне достаточно и так. Размешиваю венчиком. Сильно долго не нужно, лишь бы яйца хорошо взболтались с сахаром. Все. Вливаю 200 мл кефира любой жирности. У меня вообще обезжиренный. Снова немножко перемешаю. Сюда же 120 мл растительного масла без запаха. И начинаю вводить муку. Муки уйдет примерно 450-500 граммов. Для начала просеиваю половину. Сразу же добавляю 10 граммов разрыхлителя. Немножко вот так вот перемешаю и начинаю вмешивать. Еще муки. Примерно всегда уходит около 500 граммов. А там, конечно же, хозяюшке нужно ориентироваться по На тесту. глаз. По тесту, Сережка. На глаз больно. Все, убираю венчик и перехожу на руки. А кофейное печенье будет? Будет, все будет. Доску немного присыпаю мукой. Выкладываю тесто. И месим тесто. Месим, месим. Сильно долго не нужно. Главное все довести до однородности и гладкости. Все, тесто готово. Мягкое, эластичное, не липнущее к рукам. Так быстро? Да, очень быстро. Накрою полотенечком буквально на 5 минуточек. Пусть отдохнет. А я руки помою. Все, друзья, прошло 5 минут, а может и меньше. Некогда мне ждать. Беру половинку теста. Вторую отложу в стороночку и накрою полотенцем. А с этой сейчас буду заниматься. Стол немножко присыпаю мукой. Выкладываю тесто и раскатываю. В круг, прямоугольник вообще не имеет никакого значения. У меня сегодня все по шурику. А примерно вот так вот. До 1 сантиметра. Тоньше не нужно. Так как я в тесто добавляла мало сахара, люблю сверху. А вот так вот присыпаю. Можно добавить какой-то пряности, корицу, цедру лимона сушеную. Тут уже полет фантазии хозяюшки. Распределяю руками и немножко прижимаю. Можно даже его взять скалкой и немножко укатать. Поверьте, корочка такая получится хрустящая, румяная, вкусная. Вообще класс. Ну все, берем и делим на печенюшки. И это будут вот так вот. Все по-быстренькому. Перекладываю на противень. Только успевай. О! Красота, тра-та-та. Ставьте лайки, друзья. А я печенюшки в разогретую до 200 градусов в духовку на 15-20 минут. А как же ты делаешь шоколадные? А сейчас покажу. Стол снова немножко присыпаю мукой. Совсем чуть-чуть. Беру вторую часть теста. Она полежала и стала намного мягче, друзья. И добавляю какао. Буду его сейчас вмешивать. А вот так вот. Понравилось тебе и шоколадная, да? Конечно. Угу. И месим. Даже можно присыпать доску какао, а не мукой. Так будет еще и проще. Ой, как пахнет шоколадкой, да? Угу. А вот такое вот тесто получается. Будет красивое-красивое. Раскатываю в пласт. Сахар. Все. Перекладываю на противень. О, как раз и эти подоспели. Ух ты! Да, посмотрите, какие красивые румяные печенюшки получились. Все, поехали, друзья. И еще 15 минут. Какая вкусняшка. Ням-ням. Да, Сережка, и эти подоспели. Вкусняшки, посмотри, какие. Класс. Красота! Буквально за какие-то 30 минут. Целая гора печенек. И как много его получается с одной порцией. Хочу показать, что же в серединке. Беру печенюшку, разламываю и показываю. Посмотрите, какое оно красивое. Ух ты, класс. Да, пористое такое. Оно и мягкое, хрустящая корочка. Это очень вкусно. Сережка их просто как семечки щелкает. Открывай рот. Ау. А сейчас и это покажу. Посмотрите, какие красивые печенюшки. Шабулка хлеба. Да, похоже на маленькие буханочки. Разломаю и покажу. О, посмотрите. Тоже слоеная, мягкая серединка, хрустящие краешки. Друзья, это очень вкусно. Попробуйте. Это я съем. Благодарю тебя, солнышко. Пожалуйста.
Всем приятного аппетита и мирного неба на этой земле. Да. И вкусной еды, конечно же.